Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажать на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за ваши отзывы. Очень-очень-очень приятно читать. Много городов, много разных стран. Это очень здорово. Я к вам сегодня с новыми ниточками, с новым узорчиком. Смотрите, это... Надеюсь, я правильно прочитаю, да? Ализе, возможно, это секерим, возможно, это шекерим. Так? Жду ваших комментариев, как правильно назвать, потому что узорчики буду делать из этих ниточек, чтобы я правильно говорила. Итак, смотрите, по составу. Очень классная ниточка, 100% акрил. И самое интересное, у нее такая вот текстура, если внимательно посмотреть, очень интересная. И что нам здесь советует производитель по поводу крючка? От двоечки до четверочки. Но мне кажется, по толщине я возьму свою рабочую лошадку 3,5. Буду пробовать прямо при вас, да, будем смотреть, что в итоге получается. Какой надо брать крючок потолще, потоньше, какие узорчики любит данная ниточка. Посмотрите, какого она интересного секционного окрашивания. И очень хочется посмотреть, чтобы в узорчик все цвета уложились. Ну, посмотрим, какой длины будет, да, непосредственно данные, так скажем, переходы. В 100 граммах здесь, смотрите, 320 метров. Вот те ниточки, которые мы с вами брали, да, в 100 граммах 300 метров, очень хорошо смотрелся именно крючок 3,5 миллиметра. Посмотрим и сегодня. Итак, я обязательно приложу к схемку к данному узорчику. Схемка ходит в интернете в общем доступе. Схемка, в принципе, читабельна, понятна. И, пожалуйста, вяжите на здоровье с удовольствием. Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы, да, в районе 30 петелек. Давайте мы с вами сегодня, вот наш раппорт узорчика, да, посмотрели, он состоит из 6 петелек. Мы с вами наберем, получается, 30 петелек и одну, да, чтобы у нас красивый узорчик закончился. По итогу 31 воздушная петелька. Я думаю, мы уложимся, увидим все прелести узорчика. Так, и приступим. Начинается у нас такая вот ниточка с оранжевого, да, кончик даже желтенький, оранжевый. Итак, все как всегда. Делаем вначале петельку фиксации и приступаем к набору воздушных петелек. Итак, 31 воздушная петля. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Угу. Вот, это наш будущий образец. Но так как у нас в узорчике, да, в начальном ряде присутствует много воздушных петелек, а много у нас новичков, предлагаю сделать с вами дополнительный, так скажем, вспомогательный ряд. Пусть это будет ряд со столбиками с накидом. Я буду делать столбики с накидом, мне будет удобнее так вам объяснять. Вы можете делать столбики без накидов, да, как помощники, так скажем, вашим петелькам, либо можете делать полустолбики с накидом. Я делаю 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываю от непосредственно крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид, в пятую петельку ныряю и провязываю столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Да? Если вам удобно сразу вязать от воздушных петелек, конечно, вяжите. А новички можете провязать вот такой дополнительный вспомогательный ряд, потому что потом увидите, с цепочкой, да, будет немножко, на новичкам тяжеловато работать. А я сделаю полностью весь ряд столбиками с накидом. Хотите, повторяйте со мной вместе. То есть каждая петелька цепочки, каждая вот эта вот косичка, да, вы берете, провязываете столбиком с накидом. Это несложно, это недолго, но зато потом мы с вами не запутаемся, где какая воздушная петелька. Все, провязываем до конца ряда, видите? И не забывайте, что вот эти 3 петельки подъема, которые мы провязали, они тоже считаются как за столбик. Если вы набирали, как и я, 31 воздушную петельку, должно получиться у вас 31 столбик с накидом. Верно? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, начало положено. Ниточка пока не поменялась. Итак, посчитала 31 столбик, все хорошо. Итак, что делаем дальше? Приступаем непосредственно к узорчику. Воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик, да, верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. Далее делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И получается пропускаем 2 верхушки столбиков. Раз, два.
И в третью делаем накид, и в третью верхушку третьего столбика провязываем столбик с накидом. Есть. 2 воздушные петельки и провязываем столбик с накидом сюда же, в эту же верхушку, то есть возвращаемся обратно к первому столбику, и получается вот такая вот у нас рогаточка. Опять делаем 2 воздушные петельки, 1, 2, пропускаем 2 столбика, 1, 2, в третий столбик провязываем столбик без накида. Согласитесь, со столбиками намного удобнее, чем с воздушными петельками. Нет, опытные мастерицы, конечно, смогут и так, и так. Идем дальше. Опять 2 воздушные петельки, опять пропускаем 2 столбика, в третий столбик ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки и опять столбик с накидом, возвращаемся сюда же, делаем опять рогатку. Вот, то есть несложно, да? Получается рогатка, столбик, рогатка, дальше будет столбик, 2 воздушные петельки, 2 столбика пропустили и в третий столбик провязываем столбик без накида. Понятно? Все, и вот таким вот образом до конца ряда, то есть столбик сменяется рогаткой, столбик, рогатка, столбик, рогатка, не забываем по 2 воздушные петельки. Все, красота. Я уверена, что вы провяжете самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, довязали практически до конца. Хочу показать, как заканчиваем ряд. Вот, после последней рогаточки сделали 2 воздушные петельки, пропустили 2 столбика, и вот у нас были 3 петельки подъема, помните, да? Мы присоединяемся к третьей именно петельке подъема, это же была у нас имитация столбика, и делаем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Идем дальше. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, поворот. А теперь смотрите, будем работать вот с ножками нашей рогатки. Первая ножка, вторая ножка. Вот за первую ножку что мы делаем? Смотрите, накид. Вот таким вот образом огибаем ножку. То есть получается у нас столбик, да, сам находится перед крючком. Вытягиваем ниточку, так вот, и, смотрите, не провязываем, держим. 1, накид. Точно так же еще раз ножку окружили, вытянули ниточку. 2, накид. Еще раз точно так же сделали ножку, так вот окружили. 3. И когда у нас вот уже все много петелек, да, получается, и петельки, и накиды, только тогда мы провязываем вместе. Оп, и зафиксировали обязательно, чтобы у нас такая красота не расползлась. Дальше что мы делаем? Мы делаем вот в эту арочку, да, вот нашу арочку, мы делаем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. Потом 1 воздушная петелька. И опять сюда же возвращаемся и делаем еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот такой получается у нас огромный как бы веерочек. И заканчиваем всю нашу эту картину. Смотрите, будем опять окружать только уже вторую ножку нашей рогатки, провязывать точно такой же пышный столбик. Угу. Итак, делаем опять накид. Вот наша ножка. И мы, смотрите, вокруг нее сделали так вот хоровод. 1, потянули, не провязываем. Здесь же 2, потянули, не провязываем. И еще раз 3. Все, теперь все вместе провязали, зафиксировали. Вот. Вот такой вот у нас получается веерочек. И начало и конец представлены такими пышными столбиками. Дальше увидите, как это будет красиво. Идем дальше. Смотрите. Вот мы пропускаем, получается, наши воздушные петельки, столбик без накида, воздушные петельки, перепрыгиваем сразу же к следующему веерочку, к следующей ножке. И точно так же делаем пышный столбик. Смотрите, опять окружили, да, и как мы провязываем с вами рельефные лицевые, да, столбики, но здесь мы, получается, их не провязываем. Потянули просто 1, опять окружили 2 и окружили 3. Теперь все вместе. Провязали, обязательно зафиксировали, чтобы наш вот этот вот хоровод никуда не делся, да? Вот он, пышный столбик, видите какой? И опять ныряем в нашу рогаточку и провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3, 1 воздушная петелька и опять сюда же ныряем и провязываем 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Вот, опять у нас веерочек, мы его заканчиваем, то есть танцуем около второй ножки рогатки. Накид, окружили ножку, вытянули ниточку, подтянули, не провязываем, да? Идем дальше, опять накид, еще раз точно так же сделали, накид, и еще раз так же точно сделали. Теперь все вместе провязали, зафиксировали. И перепрыгиваем сразу же к следующей ножке. Все понятно, да? 1, 2, 3,
Все вместе провязали, зафиксировали. Теперь в рогатку будете провязывать 3 столбика с накидом, воздушная петелька, 3 столбика с накидом и опять заканчивать пышным таким вот столбиком. Смотрите, вот такая начинает вырисовываться красота. Дальше будет еще красивее. Все, давайте до конца ряда самостоятельно, да, несложно. В конце ряда я вас встречаю, покажу, что делаем дальше. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, потихонечку вырисовывается красота. И покажу, как заканчиваем наш ряд. Вот мы провязали, получается, последнюю, да, арочку, сделали такой вот веерочек, сделали последний пышный столбик и сразу же переключаемся. Вот у нас был столбик без накида, мы переключаемся к этому столбику, ныряем в него и провязываем столбик с накидом. Раз, два. То есть как бы выравниваем, да, наш ряд. Смотрите, ниточка как бы готовится переключиться, да, сейчас будет переключаться. Интересно наблюдать. Итак, 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Здесь мы с вами сделаем, будьте внимательны, одну воздушную петельку и вернемся сюда же, к этому столбику, к верхушке этого столбика. И сделаем такую вот нашу как бы рогаточку, столбик с накидом. Но помните, да, то мы вначале делали с 2 воздушными петельками. Здесь просто потому, что краешек будет всего лишь 1 воздушная петелька. А дальше смотрите, 2 воздушные петли. Раз, два. И помните, да, мы здесь, получается, с вами делали веерочек. Да? 3 столбика с накидом, воздушная петелька, 3 столбика с накидом. И вот эта вот воздушная петелька, вот эта арочка, мы ныряем в эту арочку и провязываем столбик без накида. Есть. Далее опять 2 воздушные петельки. И вот у нас между нашими веерочками, помните, да, вот видите, как бы такое вот расстояние. Воздушных петелек здесь нету, но просто мы видим окошко. Ныряем вот в это окошко и провязываем нашу рогатку. Столбик с накидом раз, 2 воздушные петельки. И сюда же нырнули и провязали столбик с накидом 2. То есть мы с вами повторяем точь-в-точь первый наш ряд. Да? Только он просто немножко как бы сдвинется. Вот пол рогаточки, столбик без накида. Дальше рогатка, опять 2 воздушные петельки. И вот в нашем веерочке была 1 воздушная петелька. Вот мы в эту арочку ныряем и провязываем столбик без накида. Не забываем опять 2 воздушные петельки. И вот между веерочками, вот в это окошко, ныряем и провязываем рогатку. Столбик с накидом раз, 2 воздушные петельки, столбик с накидом сюда же 2. Поняли, да? То есть мы повторяем полностью первый ряд. Вот. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, провязали наш ряд с рогаточками, да? Вот, присоединили, получается, рогаточку столбиком без накида. Вот сюда 2 воздушные петельки сделали, еще 2 воздушные петельки и заканчиваем ряд. По идее у нас здесь должна быть рогатка, да, по рисунку, по узорчику. Вот, у нас, смотрите, здесь, получается, были 3 петельки подъема, мы присоединяемся к 3-й петельке и провязываем столбик с накидом раз. И так как у нас здесь, получается, по идее, пол рогаточки, да, то есть заканчивается ряд, делаем всего лишь только 1 воздушную петельку и сюда же опять ныряем и провязываем столбик с накидом. Все. Вот наш ряд закончился. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И у нас получается должно быть, да, из этого веерочка только половинка веерочка. То есть мы с вами что делаем? Вот мы провязали 3 воздушные петельки, делаем накид и ныряем вот в эту арочку и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. А потом у нас остается как бы 1 ножка, да, от рогаточки. И мы вот около нее будем танцевать, делать пышный такой столбик, рельефный. Раз, накид. Опять окружили ножку. 2, потянули ниточку, накид, окружили ножку, потянули ниточку. 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Гляньте, зеленый цвет начинается. Очень-очень интересно. Итак, вот наша ножка. И мы точно так же, как мы провязывали в предыдущем ряду вот эти веерочки, да, сразу же перепрыгиваем к следующей рогатке, делаем накид. И вот она, первая ножка, и начинаем около нее танцевать, да, раз, два, три. Вот такие вот объемные элементы будут. Провязали, зафиксировали. А дальше все точно так же. То есть 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Секундочку. 3. 1 воздушная петелька. Помните, да? И опять сюда же еще 3 таких же столбика с накидом. Раз, два, три. И вот наша вторая ножка, опять рогаточки. Танцуем около этой ножки. Раз, потянули, накид. 2, потянули, накид. 3, потянули. Все вместе провязали, зафиксировали. Понятно, да?
То есть вот наши, получается, веерочки, а здесь они будут в шахматном порядке, другие веерочки. Вот такие вот объемненькие, получаются, элементы. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. Так, в конце ряда я вас еще раз встречу, переключу вас, да, на рогаточки. Давайте. Так, смотрите, заканчиваем, да, наш ряд, то есть практически провязали. И заканчивать будем точно так же. То есть пол получается, веерочком у нас в начале ряда и пол веерочка в конце ряда. Смотрите, вот мы первую ножку провязали нашим таким вот пышным столбиком. И провязываем сюда всего лишь только 3 столбика с накидом. Итак, первый. Раз столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Третий столбик с накидом. Все, никакой воздушной петельки, ничего мы не делаем. Мы просто, смотрите, тут у нас были 3 петельки подъема. К третьей петельке подъема присоединяемся и провязываем просто столбик с накидом. Все, ряд закончен. Видите? То есть одна только ножка будет от нашей рогаточки провязана. Что делаем дальше? Воздушная петелька, поворот. Смотрите. И сюда же, в этот же столбик, мы провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И теперь переключаемся на нашу рогатку. То есть вот у нас получается, да, между двумя веерочками, вот наше, получается, окошечко, в него ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз. 2 воздушные петельки. И сюда же, в это окошечко ныряем, провязываем столбик с накидом 2. Все, наша рогаточка готова. То есть поняли, да? Узорчик состоит из 2 рядов. В первом ряду мы готовимся, то есть мы делаем рогаточки. Во втором ряду мы эти рогаточки провязываем. Все. И несложно. Опять 2 воздушные петельки, помните, да? Вот в нашем веерочке здесь находится арочка с одной воздушной петелькой. Ныряем в нее и провязываем столбик без накида. Все. И вот так вот до конца ряда рогаточки, столбики, рогаточки, столбики. А потом будем возвращаться и провязывать все рогаточки пышными столбиками и веерочками. Красота? Красота. Смотрите, как потихонечку готовится, да, к переходу цвет. Да? Вначале готовился зелененький, пошел зелененький, теперь готовится голубенький. Интересно, что будет дальше. Итак, давайте вырастим узорчик наш небольшой, да, как бы на несколько рядочков, и посмотрим, что в итоге получается, и сколько цветов поменяется. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, провязала несколько рядочков. Вы гляньте, это какой-то бразильский карнавал, да? Смотрите, как классно цвета, такие яркие, насыщенные, сочные. Так, сейчас не об этом, смотрите. Хочу что рассказать. Вот вязали, 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 вязали. Вот у нас такие вот волны остаются, да, после наших веерочков. И, например, захотели закончить изделие. Конечно, возможно, оно у вас будет такое же волнистое, но если мы хотим закончить его ровненько, как начинали, то смотрите, как можно сделать. Я вот начала делать, думаю, покажу вам. Итак, вот у нас здесь веерочки, да? Веерочки, веерочки, веерочки. И чтобы нам выровнять край, смотрите, как я начала делать. То есть я начала со столбика без накида. Потом делаю 2 воздушные петельки, как вот мы здесь с вами пропускали, да, 2 воздушные петельки. А потом, смотрите, вот соединила, получается, столбик без накида, 2 воздушные петельки, столбик с накидом, да, который между веерочками нашими идет, 2 воздушные петельки, и там, где арочка в веерочке, обычный столбик без накида. 2 воздушные петельки, столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик без накида и так далее. Видите? Вот он, столбик с накидом, 2 воздушные петельки, вот наша арочка, да, веерочка. Ныряем там, где воздушная петелька, и просто провязываем столбик без накида. По количеству петелек точно так же получается 31 воздушная петелька, точно так же, как мы с вами набирали. Все, то есть мы вывернулись к такому, то есть у нас узорчик не уйдет, да, вширь и не закончится, наоборот, там узко. Вот, 2 воздушные петельки, опять столбик без накида, 2 воздушные петельки и присоединяемся. Здесь у нас были 3 петельки подъема. Вот мы присоединяемся к 3 петельке и провязываем столбик. Здесь у нас будет с накидом. А дальше смотрите обратно, как мы будем делать. 3 петельки подъема, если мы хотим провязывать столбиками с накидом, да. И вот, смотрите, если у нас в арочке 2 воздушные петельки, мы провязываем сюда 2 столбика с накидом. Раз, два, секундочку, 2. Далее, смотрите, столбик без накида, мы ныряем в этот столбик, верхушку, и провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки мы провязываем 2 столбиками с накидом. Раз, два. Далее у нас идет столбик с накидом. Вот видите? Мы провязываем его столбиком с накидом. Вот такая вот веселая цветочная полянка получается. Опять 2 воздушные петельки столбиками с накидом. Раз, два. То есть согласно воздушным петелькам, согласно столбикам, вы так и провязываете. Все. И вот так вот до конца ряда, видите?
И ряд, получается, вот наш, выравнивается. Ну, красота же ж, красота. Давайте довяжу до конца ряда, и здесь я вам покажу в итоге, что получается. Так, смотрите, какая получается по итогу красота. Вот такая вот бразильское такое шоу, карнавал, да, цветочная полянка. Самое главное, краешек мы выровняли. Очень хорошо. По поводу узорчика. Узорчик объемный, узорчик интересный. Узорчик, конечно, односторонний, да, но классный. Некоторые мастера, видела, придумывают, пришивают сюда вот непосредственно в сердцевинки бусинки, там, жемчужинки, бусинки и так далее. Тоже красиво. Но в первую очередь почему-то мне в голову приходит снуд. Шарфик, снуд, кардиганчик, кофточка. Расцветка располагает, конечно, к детским вещам. Но палитра большая, что можно и взрослые вещи связать, и детские вещи. И вот эти переходы очень интересные. Обязательно попробуйте. Снимет всю осеннюю хандру, что называется. Видите? И специально я взяла такой узорчик, вот именно объемный. Для чего? Я хотела посмотреть все переходы. И я поняла, что вот он так вот оранжевый, желтый, зеленый, голубой, розовый идет, а потом он, получается, возвращается обратно. Видите? То есть зеркально наоборот он пойдет. Оранжевый, да? Потом розовый, розовый, голубой, голубой, зеленый, зеленый. Потом будет желтый, желтый, и потом опять будет оранжевый. Красота. Даже если вы будете взять этими ниточками, просто обычными столбиками, уже будет шикарно. Угу, угу. Давайте замерим. Мы набирали 31 воздушную петельку. Наши вот эти вот веерочки, да, они вот такие вот объемные. Классные, классные. Хочу передать на камеру именно все превосходство узорчика. Смотрите, они, конечно, немножечко, ну, сузили, да, наш образец. По итогу у нас сколько получается сантиметров? Ну вот, 19 сантиметров. 31 воздушная петелька. И здесь, получается, мы с вами провязали сколько рядочков? Раз, два, да, то есть на каждый, получается, веерочек будет у нас 2 ряда. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и наборные ряды 11, 12. Так, и это получается, ну, 12, да, 12 сантиметров, 12 рядов. Все классно, шикарно, здорово. Вот так вот. Ну, за счет, конечно, воздушных петелек, вот так вот он вот тянется. В голову сразу же приходят, конечно, теплые вещички. Но узорчик, конечно, можно забрать, так скажем, на летние вещи, если вы вяжете летними ниточками. Если вы вяжете ниточками более зимними, конечно, будет такое вот объемное изделие. Кофточка, кардиганчик, снудик, шапочка и так далее. Итак, я надеюсь, видео вам понравилось. Смотрите, сколько еще моточков осталось. Ого-го. Так, и не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь. Впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда будет новое видео на канале. И под видео находится стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками» в соцсетях. Нажимайте, делитесь. Заранее вам спасибо большое. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.